Всем привет! Сегодня на хардюзе маленький фиксит Бёкер PSK. И несмотря на то, что это совсем небольшой нож, тем не менее он носит очень громкое имя. PSK расшифровывается как Personal Survival Knife, то есть личный нож для выживания. Проектировался он таким известным человеком, как Том Крейн. И мне кажется, что такое имя нужно оправдывать. И даже скажу больше, я считаю, что у этого ножа есть потенциал оправдать свое имя. Обух 4,7 мм, сталь Sandvik 12C27. С виду очень-очень крепкая конструкция. Нож этот был отдан мне на хардюз тестирование моим другом Ильей. Он очень большой любитель маленьких фиксидов. И он очень сильно попросил меня протестировать этот нож. Давайте приступим. Заточка из коробки. Режет паракорд. Продавливанием. Поехали. Начинаем с режущей кромки. Как всегда, кабель. Я бы не сказал, что очень легко, но тем не менее он режет этот кабель продавливанием. И это уже очень хорошо. Двигаемся дальше. Баночка. В принципе, отрезать банку широким клинком не очень удобно, но тем не менее каких-то затруднений это у меня не вызывает. Смотрим на режущую кромку. Повреждений никаких. Немножко она загнулась в бок. Тут вот по такой довольно длинной, по такому довольно длинному участку, немножко она подогнулась в бок. Это можно видеть. Камера, видимо, не передаст, но как бы такой заусенчик, который там присутствовал. Дальше строгание алюминия. Так. Из-за довольно толстого сведения, в принципе не самого толстого, но толстоватого, этот нож сведен примерно в 0,7 на основной режущей кромке и 1,2 на кончике. Вот. Но никаких заминов, сколов я ничего не вижу. Вот, можно видеть стружечку, которую он снимает. Все отлично. Тестирование режущей кромки. Нож проходит хорошо. Ну теперь давайте поковыряем деревяху. Есть у нас вот такое проблемное место с большим сучком, который нужно подолбить.
Ну, сучок долбит вроде неплохо. Теперь кончик целый. Теперь поковыряем более мягкой части. Хорошие большие щепки. Ну, это надо видеть, как он поднимает эту древесину. Довольно-таки неудобно и в какой-то мере даже больно делать эту работу этим ножом, но она делается. Вот он застрял сейчас. У меня просто силы не хватает, чтобы поднять это. Ну вот наше отверстие в этот раз на торце, но тем не менее он пропахал не меньше, чем любой другой нож. Кончик целый. Дальше пробивание оцинкованного металла 0,8 мм. 5 ударов. Пять ударчиков, все четко. Кончик целый. Оцинкованный металл 1 миллиметр. Пять ударов. Здесь 1 в 1 попало, но тем не менее четко отверстие и наш кончик до сих пор целый. Я, честно говоря, удивлен этим сэндвиком. До сих пор держится. Здесь появились небольшие замины. Вот тут вот, видимо, когда он проваливался в 0,8. Вот здесь вот, когда он попадал вот так, вот в этом месте замин небольшой. Ну что ж, теперь момент истины. Нержавейка 1 миллиметр. Три раза он пробил. Я думаю, для фиксидов это очень круто. Кончик вот на самой вершинке немножечко загнулся в бок. Не знаю, в макро потом постараюсь это показать. А так
3 удара. Раз, два, три. Отлично, просто отлично. Вау. Ну что ж, немножко порубим этим ножом, может быть. Ну это так, чисто тест, чтобы посмотреть, насколько хорошо он рубит при его скромных размерах. Довольно скромные результаты, но тем не менее, когда попадает хорошо, он выхватывает куски металла. Дальше у нас метание. Немножко пометаем. Вот в эту фанерную доску. Ну и вот так вот. Вот так вот тоже. Напоследок. Вот так. Ну что скажете? По-моему, очень неплохо. Микарта вся на месте. Ничего не отошло, не разболталось. Клиночек целый. Все четко. И последний завершающий тест. Батонинг. Буду батонить вот так вот V-образно клинком, чтобы вырезать древесину таким образом. Думаю, тут вполне достаточно. Это далеко не нож для батонинга. Но если вдруг по какой-то причине вам понадобится разбатонить какую-нибудь маленькую веточку или перебатонить, перерезать, абсолютно никаких проблем я не вижу. Все на месте,
все четко. Вот такой вот личный нож для выживания от фирмы Бёкер и Тома Крейна. Я не знаю, что они вкладывали в этот смысл, когда создавали этот нож, но по большому счету могу с уверенностью сказать, что с очень многими задачами этот нож справится самым достойным образом. Все, сейчас посмотрим на него в макро. Давайте посмотрим на нож в макро и сделаем одну вещь, которую я совсем забыл проверить. Это проверка остаточной остроты и прорезание паракорда продавливанием. Видно, что продавливанием он уже не режет. Возможно, у основания даже тут нет. Ну, при некотором давлении можно, но по большому счету продавливанием не режет. Посмотрим, если он режет вот так вот. Опс, разрезал. Можно увидеть, вот протягом он просто прорезает этот паракорд. Более чем достойный результат для какой-то очень бюджетной стали Sandvik 12727, которую до этого я встречал только на морах или каких-то крайне дешевых ножах. И честно должен вам признаться, я не особо верил в этот нож, когда брал его на тестирование. Ну, вы понимаете, сделан в Китае, какой-то непонятный Sandvik, бюджетная линейка Бёкер Плюс. Но конструкция, конечно, мощная, с виду очень мощная, но, как мы видели, не всегда это показатель успеха. Здесь вот на деревяхе можно видеть, как он пробивал сучок. Ну и теперь давайте посмотрим на клиночек. Начиная вот, ну, фокус, начиная с рукоятки. С рукояткой, в принципе, ничего не случилось. Немножко она так приняла на себя красочку. Ну, это и все. Клинок в отличном состоянии. Не включил макро и думаю, где же мой фокус. Ну и сейчас мы все по достоинству оценим. Вот наш клиночек. Вот режущая кромка. Здесь вот видно затупление. Замин такой массированный. На кончике, то, что я говорил, немножко он ушел в бок. Вот здесь вот можно это видеть. Вот сама часть режущей кромки на кончике, не сам кончик. Кончик чувствует себя отлично. Ну все, что тут еще скажешь. Я уверен, что этому ножу требуется только хорошая переточка, и все. Поэтому посмотрим на него после того, как я хорошенько его заточу, почищу и приведу в порядок. 20 минут заняла переточка на Edge Pro, и потом еще 10 минут доводка на пасте. Вот такая получилась кромочка. Некоторые замятия оказались немного глубже, чем я рассчитывал, но по большому счету каких-то больших проблем это не вызвало. Общая конструкция ножа осталась единым монолитом, и я даже очень слабо представляю себе, что нужно, чтобы сломать вот эти вот накладки из G10, сидящие на вот такой вот толстенной нержавеющей трубке и вот этой
очень мощной втулки. Поэтому в заключение можно без сомнения сказать, что это по-настоящему какой-то неубиваемый крепыш и нож, который меня очень сильно порадовал. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока, бай-бай.